В нынешнем поселке Солнечное сохранилось две интересных достопримечательности, о которых даже и не подозревают тысячи туристов, идущих летом с ЖД-станции на шикарнейший ласковый пляж. Одной из этих достопримечательностей является бывший финский магазин Pietari Kääpä предпринимателя, который известен по своим фотографиям еще с начала 20 века. Сейчас он сохранился в сильно-сильно перестроенном виде, но, тем не менее, здание сохранилось, и это поистине уникально. Вот это здание в 1994 году. Я на видео запечатлел, как оно выглядело в 2024 году. Буквально в нескольких 50 метрах от этого сохранилась еще одна интересная достопримечательность. Это сосна Коуку, которая являлась культовым местом финского населения. Около нее проводили разные праздники и всячески ее почитали. Сейчас на ее месте, рядом с ней, сохранилась информационная табличка, которую повесили уже в наше время, современная. А также сама сосна сохранилась, но она уже, к сожалению, мертвая, но пока она еще держится. На краеведческом сайте можно все подробно почитать об этом. А мое внимание привлек филиал этого магазина Кääpä, который, как мне кажется, и судя по финской карте, располагался немного южнее этого места, на Приморском шоссе нынешнем. Если смотреть по современной карте, то вот здесь виден такой небольшой изгибчик. На спутниковой карте также виден он, и даже дорога делает небольшой изгиб, немного огибает это место. И вот также на спутнике видна аллея, еловые посадки. Если включить финскую карту этого места, то мы видим название Кääpä и обозначены дома. Здесь, скорее всего, вероятнее всего, был филиал магазина Кääpä «Бакалейная лавка». Я в своем видео посетил это место и посмотрел, что там осталось. На местности очень интересно все это выглядит. Этот магазин не сохранился, но сохранились старые интересные фотографии этого магазина. Подробнее о других интересных достопримечательностях бывшей Оллилы, например, о сохранившихся ступенях Смоленской церкви, можно посмотреть на краеведческом сайте tereokisb.ru или же в весьма интересной книге Раисы Гараевой «Солнечная Оллила Райайоки», которая также повествует об истории этого поселка. Магазин Pietari Kääpä находился в Оллила на проулке Коуку. Сильно перестроенный. Если бы не краеведы, я бы не догадался, что это измененный финский дом, финское строение. Раньше он весь был таким в рыжем цвете. Вот. И сейчас сайдинг обили одну часть, а эту такое и оставили. Это, я думаю, что это уже все равно все это советское. Но все равно интересно. Вот это получается все одно здание. Внутри здания расположилась Почта России. Вот, все там, конечно, перестроено, ничего не видно, непонятно. Вот, и там, когда входишь, такой запашок деревенского дома. Вот. Старинного дома. Я сейчас иду по бывшему проулку Коуку, нынешней улице Танкистов, чтобы посмотреть на сосну Коуку.
очередной раз. Она являлась местом поклонения, почиталась у прежних жителей. Здорово, прям настоящее чудо, что это сохранилось. Так вот, бедная сосна настолько бедная, что я ее не заметил, прошел мимо. Вот она, уже, к сожалению, мертвая, но тем не менее. Вот она, сосна Коуко. Холм рыболовного крючка. Сейчас здесь очень много муравьев, внизу тоже, на земле. К сожалению, может быть, они ее погубили. Такая сосна. А я сейчас направлюсь на хутор Кяепя, где, скорее всего, был поколейный филиал магазина Кяепя, или же просто филиал магазина. Этот участок был закреплен за сыном Пиетери Кяепя, за Пиетери Кяепя II. Итак, я нахожусь на территории хутора Кяепя. И вон там вот, в 50 метрах отсюда, на карте обозначен дом. Был когда-то, скорее всего, филиал магазина Кяепя. Помимо старых елей, которые растут здесь, как бы еловой аллеей, это очень загадочно, здесь сохранились мелиоративные борозды, каналы, которые встречаются также на месте старых финских хуторов. Такие вот аллеи, вон там видно. Вот, возможно, одна из этих борозд, ставшая ручейком. Здесь расположен такой небольшой пригорок, возвышенность, ну и вот здесь, на этом месте, был магазин. И опять-таки елки, которые, можно предположить, что закрывали его от ветров залива. Читаю описание с сайта Терек. Помимо Оллила, в дачном поселке Тююни финские дюны, то есть здесь как бы рядом уже расположены дюны, поселок. Рядом с Кокольским пограничным постом также был бакалейный магазин Пиетери Кяепя. Этот дачный поселок территориально также относился к Оллила. У Пиетери Кяепя был сын Пиетери Кяепя II и Эрки Кяепя. Вот. И на магазине, на старом снимке, можно видеть надпись «Торговля Кяепя» по-фински. Ну вот, а я посещаю вот место этого магазина и мелиоративные борозды. Здесь можно видеть просто поле сейчас. Ну и можно предположить, нафантазировать, что здесь тоже у них было некоторое хозяйство. Они держали хозяйство какое-то, вот, потому что у них был огромнейший участок за ними закреплен. Здесь сейчас вот так вот красиво. Вот теперь, судя по финской карте, я нахожусь прямо на месте магазина. Ну, дома хутора Кяепя. И есть веские основания предполагать, что это был все-таки магазин, филиал магазина Кяепя. И здесь действительно видно, что лес идет порослью сплошной слева, а вот здесь вот такая полянка огороженная. Вот здесь был магазин по карте, а вот здесь вот еще здания какие-то.
Сейчас здесь не осталось фундамента, все расчищено в таком месте, где много людей его видит. Но все-таки еловая аллея есть. Есть. И стопудово это от Кепя. Вот какой-то загадочный камень. Явно он что-то украшал, кстати.